Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И мы с вами начинаем очередной обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Прежде чем мы начнем, да, действительно, вчера бес попутал Різдво Христовое, перепутал с воскресением. С Великоднем, праздником Святой Пасхи. Поэтому, естественно, имелось в виду не Рождество, имелось в виду пасхальное воскресенье. Католическое, потом христианское. Вот, так что в этом приношу свои извинения. Оговорился. Ну а мы с вами начинаем очередной обзор, видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 7 апреля, киевское время, 19 часов. Сегодня тоже огромный праздник, Благовещение, благая весть. И для христианского мира это очень значимый и очень почитаемый праздник. Ну, мы возвращаемся к нашей войне и ждем все с вами, ждем благую весть о нашей победе, о нашей перемоге в этой войне, окончательной и бесповоротной. И она настанет, надо немножко подождать. Но благая весть нас тоже не оменет. Итак, за прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов, 18 авиационных ударов и 53 огневых удара реактивными системами залпового огня. Вероятность ракетных ударов остается очень высокой. В Черном море бороздят корабли Черноморского флота, в том числе и 4 носителя, и их количество не уменьшается. Вот. Но пока предпосылок, вероятность существует, но прямых предпосылок того, что ракетные удары будут нанесены, пока что нет. О состоянии ракетного парка или парка ракетного вооружения мы поговорим чуть позже в военно-политической обстановке. Есть что обсудить. Продолжает противник сосредотачивать усилия на 4 основных направлениях: Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьинка. За сутки более 40 атак. Интенсивность немножко снижается, есть тенденции к снижению, но тем не менее ожесточенность боевых действий в результате этих атак не уменьшается. Наоборот, она даже в некоторых местах усиливается. Это особенно Бахмут. Там есть наблюдается симбиоз уже десантников и вагнеровцев. И они, к сожалению, при поддержке российской артиллерии, они пытаются достигнуть каких-то успехов. Иногда у них это, к сожалению, получается. Итак, оперативное направление. На Волынском направлении, Волынское-Полесское направление, здесь изменений никаких нету. Единственное, надо отметить, что в сторону литовской границы выдвинулся эшелон с техникой. Где-то до роты полноценной прибыло на северную границу Беларуси и Литвы. И, скорее всего, тут два варианта. Это либо проведение каких-нибудь демонстрационных мероприятий на полигоне в непосредственной близости от границы с Литвой, либо это передислокация войск, части войск вооруженных сил Беларуси для размещения их в качестве прикрытия государственной границы. Вот как помните, с чего начиналось, когда вот этот знаменитый мем Лукашенко: я карту привез, я вам сейчас покажу, откуда намечалось нападение на Беларусь. Если бы не превентивные удары России, то все. На этом бы Украина, наверное, как говорит Лукашенко, хотела нанести удары. Так вот, здесь та же самая песня, та же самая история, что, скорее всего, демонстрация силы намерений для страны-члена НАТО, страны Балтии, в плане того, что Беларусь готова отражать нападение злостного НАТО. Вот такое вот изменение обстановки. И напомню, да, позавчера покинули МиГи-31, покинули территорию Белоруссии.
и были передислоцированы с аэродрома в Мачивлищах на территорию Российской Федерации, что не может не радовать. Дальше, Сиверщина и Слобожанщина. Здесь тоже существенных изменений нет. Обстрелы, к сожалению, продолжаются. Войска противника находятся вдоль государственной границы с Украиной, но никакой активности не проявляет. Оборудуют позиции в инженерном отношении и обозначает свое присутствие. Активничают диверсионно-разведывательные группы. Иногда возникают даже перестрелки, но а так в основном обстрелы со стороны Российской Федерации нашей территории. В эти сутки больше досталось Сумской, Черниговской и Харьковской областям. Далее, Купянско-Лиманское направление. Здесь локальные бои вдоль линии соприкосновения и артобстрелы с обоих сторон, то есть обмен артиллерийскими ударами. Враг продолжает давить в лесах Кременной, но пока на сегодняшний день, точнее, безуспешно. Линия боевого соприкосновения не меняется, и такой, я бы сказал, большой активности на этих двух направлениях не наблюдается. Бахмут. Здесь, как всегда, все очень сложно и ситуация довольно тяжелая. А именно, противник продолжает наступательные действия по всем направлениям, особенно в городе Бахмут, с севера, с востока и с юга. Но если восточный южный и северный фланги более-менее сегодня стабилизированы, там никакого продвижения российских войск за последние сутки нету, то центральный центр, восточное направление, с этого направления давят в основном вагнеровцы, и им начинают активно помогать регулярные части российской армии. Это десантная дивизия, которая туда вводится. И при поддержке артиллерии и во взаимодействии между собой вагнеровцы и десантники, к сожалению, они имеют незначительный успех. Немного продвигается, незначительное продвижение имеет в западном направлении. Также в окрестностях населенного пункта Бахмут, Орехово-Васильевка, Богдановка и Белая гора, здесь силы обороны отбили 16 вражеских атак. На этом участке была попытка улучшить тактическое положение со стороны российских войск. Она не увенчалась успехом. Мы все атаки отбили, нанесли поражение противнику, и он вернулся на исходные позиции. Авдеевка-Марьинка. Здесь противник провел наступательные операции, и ни одна из них не увенчалась успехом. Враг попытался возобновить штурм Первомайского, и самые ожесточенные бои, но безуспешно. Никаких подвижек или никаких достижений в этих попытках российские оккупационные войска не достигли. Самые ожесточенные бои на этом участке идут за Марьинку, где было отбито 19 вражеских атак. Надо отметить, что несколько дней назад состоялся довольно интересный бой, когда российские войска попытались штурмовать южный фланг Авдеевки, попытались штурмовать на бронетранспортерах. Серьезная была атака. Но вот здесь, кстати, очень наглядный пример. Он написан, этот бой расписан во многих источниках с подробностями. Но скажу суть. Суть состоит в том, что как только российская пехота спешилась, наши войска открыли шквальный минометный огонь. И в результате чего минометы положили всю пехоту. Все. Дальше атаки уже больше не было, никто никуда не наступал. Бронетранспортеры пытались покинуть поле боя, но были практически все уничтожены огнем наших противотанковых средств и других видов вооружения. Вот что такое здесь наглядный пример этого боя. Это эффективность минометов против наступающей пехоты. То, что мы постоянно говорим. Какие минометы применялись, в каком количестве,
Но пока генеральный штаб умалчивает, да, в принципе, это не важно. Важна сама суть, что нам нужны минометы и мины к ним. Далее, шахтерское направление. Здесь противник за сутки не проводил никаких наступательных действий. Позиционные бои, перестрелки, бои местного значения. Запорожское, Херсонское направление. Здесь российские силы продолжают усиливать укрепления, пытаются минировать левый берег Днепра и улучшать свои оборонительные позиции. Параллельно ведут обстрелы нашей территории. За прошедшие сутки более 20 населенных пунктов были обстреляны российскими войсками. Российские захватчики на оккупированных территориях привлекают к строительным работам местных жителей. В частности, в Джанкойском районе, это автономная республика Крым, Украина, мужчины, которым по сообщениям причастны к строительным работам, являются в основном из числа малообеспеченных и неимущих. То есть они нанимают практически бомжей, шарахающихся на улице, и остро нуждающихся. Оккупанты сулят денежные вознаграждения, заставляют рыть окопы, но очень часто обманывают, либо недоплачивают, либо вообще оставляют без денег. В случае возмущения сразу автомат к горлу или к груди. То есть угрожают расправой с помощью оружия. И заставляют продолжать копать окопы дальше. То есть вот даже таким поведением, вроде как вы считаете жителей Крыма своими гражданами. Вы же всех паспортизировали на российский манер. Так почему же вы так относитесь к ним как к скоту и как к рабам? Вот интересная, в чем логика российского оккупанта. Да? В том, что у него в руках автомат, и в том, что он считает себя выше других. Далее. По ведению боевых действий тут надо отметить, что довольно неплохой в эти сутки был собран урожай, побольше даже, чем вчера. Вчера такое просаживание было. Скорее всего, интенсивность боевых действий очень сильно влияет на потери, которые мы наносим противнику. Погодные условия сильно сказываются. Дожди, сезон дождей, распутица и так далее. Так вот, за прошедшие сутки силы обороны Украины собрали следующий урожай. Личного состава 480 человек уничтожено. Танков 2,2 единицы уничтожено. Боевых бронированных машин 3 единицы. Артиллерийских систем 8 единиц. Реактивных систем залпового огня 1 единица. Беспилотников тактического уровня 4 уничтожено, автомобильной техники и автоцистерн 13 единиц, специальная техника 2 единицы. Вдогонку скажу, это, конечно же, войдет уже в завтрашнюю суточную сводку, но вдогонку скажу, что сегодня в районе обеда, в районе Авдеевки был сбит штурмовик Су-25 ВКС России. Так что в этой сводке пока что стоит самолетов уничтожено 0, а завтра будет стоять +1. Вот такие вот военные новости происходят на линии фронта и на всех оперативных направлениях в Украине. Ну а мы с вами поговорим немного о военно-политических событиях, которые происходят в нашей стране и вокруг нее. Итак, начать по военным событиям хочется, как всегда, с фейка российской пропаганды. И этот фейк состоит в следующем. Было опубликовано видео, на котором перемещается пусковая установка межконтинентального баллистического ракетного комплекса «Тополь». И, естественно, видео было подписано, что это Российская Федерация выводит тополя, вот эти пусковые установки, на границу с Финляндией. По идее, финны должны были очень сильно испугаться. Но, как всегда, есть же куча способов, как определить, где было снято это видео. И, естественно, IT-специалисты покопались в этом файле и определили, что
русские паблики пишут, что это растиражировалось видео в российском сегменте средств массовой информации как вирусное. И там было оно подписано: заметили в приграничном Выборге перемещение межконтинентальных комплексов, похожих на РТ-2МП Тополь или РС-24 Ярс. Но они немножко похожи, хотя как бы для специалиста это две разные вещи. Но тем не менее, город, находящийся у границ с Финляндией, и якобы в связи с присоединением данной страны к НАТО. Но, как оказалось, как утверждают IT-специалисты, которые разобрались с этим файлом, оказалось, что приграничный Выборг, в кавычках, оказался городом Кольчугино Владимирской области, что находится в 800 километрах от города Выборг. Так что очередной такой видеофейк Российской Федерации был разоблачен с помощью IT-специалистов, которые в этом разбираются. Следующая довольно нехорошая новость из Мариуполя. Я вам говорил вчера, говорил по поводу речи Путина, что Путин пытается играть роль отца народов. Великое переселение, украинцев депортируют с оккупированных территорий, особенно детей принудительно вывозят. О чем уже говорит Организация Объединенных Наций, уже Комитет по правам человека, все требуют все требуют расследования и наказания всех причастных к воровству детей. Потому что они несовершеннолетние и не могут принимать самостоятельные решения. Так вот, а в Мариуполь завозят так называемых русских, русских в кавычках. Дело в том, что их заселяют, это россияне, заселяют Мариуполь россиянами, но большинство из них не говорят по-русски, почти не говорят. Приезжих уже более 40 тысяч на 80 тысяч мариупольцев, которые там остались на сегодняшний день в городе. Это с полумиллиона населения. Это для таких, говорят, наши квартиры и дома по процедуре бесхоза, сообщает советник мэра Мариуполя. То есть они вскрывают пустующие квартиры и дома и заселяют туда этих россиян, которые даже не говорят по-русски. Судя по фотографиям, это какие-то южные народы, может быть, башкиры, буряты, тувинцы, не знаю, кто еще на юге проживает. Тем не менее, я думаю, в ближайшее время будем знать. Но сам факт. И я бы не советовал этим людям распаковывать чемоданы. Лучше, потому что потом в спешке бежать будет очень тяжело. Очень. Мы не оставим наши земли, наши территории, наших граждан в оккупации. Мы будем освобождать все до последнего метра Украины. Теперь про ракеты хотелось бы поговорить. Журнал Forbes есть такой, знаете, у нас это финансовое издание, которое очень любит считать деньги. Причем все деньги, какие только есть. И частные, и деньги, чуть не сказал государственные. Как сказала Маргарет Тэтчер, не существует никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Так вот, эти деньги, плюс банковские деньги, плюс какие-то строить финансовые прогнозы. Итак, Forbes посчитал, что Россия выпустила по Украине около 4750 ракет. Общая стоимость этих ракет составляет на сегодняшний день примерно 60 миллиардов долларов США. Вот такой жест растрат организовала себе Российская Федерация. 16 миллиардов долларов улетели в виде 4750 ракет. Какие это ракеты и что они из себя представляют? Они попытались это классифицировать, и вот такая... Сейчас, секунду. Сейчас я открою. Открыл. Так вот, на сегодняшний день по оценкам, в
того же журнала Forbes в Российской Федерации на сегодняшний день осталось примерно 430 ракет на балансе. Это то, о чем говорит разведка. Из них по категориям самое большое количество это ракеты «Искандер» к оперативно-тактическому комплексу одноименному. Их более 144. Это дальность пуска до 500 километров. Кстати, надо отметить, что «Искандер» очень давно не запускался, давно не применялся. И очень интересно, почему. Видимо, они берегут это как НЗ на оборонительную операцию, когда мы будем проводить контрнаступление. Далее идет по списку ракеты Х-22, Х-32, это их 145. Жалко не указывается, потому что 22 это старая советская ракета с дальностью 600 километров. И самая неточная, у которой там до 600 метров круговое отклонение от точки прицеливания. Ну, Х-32 это более модернизированная, более современная ракета, она более точная. Но вот дают их они однотипные, и в одной категории их подают. Далее осталось 56 ракет «Калибр». На данный момент числится, точнее на 30 марта, не на сегодняшний день, а вот на недельную, 30 марта 2023 года. Так вот, калибров числится 56 всего-навсего. И ракет «Кинжал» Х-47 числится 50 штук. Итого 429 ракет по оценкам Forbes, по их источникам сегодня находится на балансе Российской Федерации. Ну, это говорит о том, что еще, если по 100 ракет, как это было когда-то в ноябре-декабре прошлого года, как минимум на 4 массированных ракетных удара у России еще есть. Это если расходовать ракеты в полный ноль. Вот. Если расходовать ракеты в полный ноль, то тогда вот как минимум на 4 массированных ракетных удара. Здесь не учитывается то, что вырабатывает промышленность российская. Но сам факт, что вот такое количество, если считать от общего количества выпущенных ракет, правда трудно посчитать, потому что надо вычесть из 4750 ракет, надо вычесть ракеты С-300. И примерно у нас останется, вот те категории, которые я перечислил, останется 2257 ракет было на момент, это ракеты большой дальности, крылатые и баллистические, без учета ракет систем ПВО. Вот. Из них осталось 429, практически в 5,5 раз уменьшилось количество ракет за этот год. Пополнение, почти, будем так говорить, практически не видно. Есть пополнение по кинжалам, увеличение на 10 ракет, но пока трудно сказать, подтвердить наличие или отсутствие. Видите, они кинжалы почему-то очень и очень плохо применяют. Непонятно почему. Вот. Хотя у них числится 50 ракет на сегодняшний день. Это что касается ракетного вооружения и его стоимости. Так нам сообщает журнал Forbes. Далее, издание Bild написалось, сейчас опять вопрос вот этих красных линий, реакции Путина, давайте не злить Путина, как говорит Макрон, а давайте его услышим, как говорит Папа Римский там, и прочие. Все боятся раньше, сейчас уже меньше стали, а раньше, вспомните, вот красные линии, Путин там сидел и чертил красные линии, потом я как-то сказал, что, наверное, уже красный фломастер кончился, чтобы чертить линии. Так вот, теперь это констатирует издание Bild. Они пишут, все красные линии Российской Федерации исчезли. Кремль не осуществил ни одной из своих угроз, даже при том, что Украина наносит удары по территории России. Вот тут я с изданием Bild не согласен, потому как мы официально не признавали и не наносили ни одного удара по территории Российской Федерации. Вот. Нигде вы не найдете в официальных источниках, что мы наносим удары по территории Российской Федерации. Но тем не менее, даже это. РФ требовала не поставлять Украине оружие, начали поставлять, ничего не произошло.
Боевые танки были табу, но более 10 стран поставили их Украине, и опять ничего не произошло. Даже самую важную из всех красных линий нападения на территорию России пересекла Украина несколько месяцев назад и таким образом разоблачила еще один блеф Российской Федерации. Ну, точно так же, как и блеф с ядерным оружием. То, что Лукашенко говорит, что Путин начертил красную линию. Если будет проигрывать, значит применит ядерное оружие. У меня что-то возникает сомнение по поводу того, что он завезет его в Беларусь. Почему? Потому что, смотрите, Белоруссия, как бы там ни было, она все равно территория другого государства. И даже если юрисдикция ядерного оружия останется российской, то все равно это перемещение в чужую страну. Это можно трактовать как распространение, нарушение договора о нераспространении ядерного вооружения. Но я приведу пример Феодосия-13, объект хранения ядерных боезарядов, который создавался еще Советским Союзом. Где-то там рядом Россия начала с 2014 года, после оккупации Крыма, начала строить новый объект. И они давно готовы. 8 лет готовность объекта к приему ядерных боезарядов. Путин даже не решился, хотя они Крым трактуют как 100% территорию Российской Федерации. Мост построили, там какие-то капиталовложения в Крым сделали. Но привезти туда ядерное оружие Путин не решился. А он завел только ракетные дивизионы, и то это уже было сделано ближе там, к 18-19 году. Появился комплекс «Бастион», это береговой комплекс противоракетный. Там «Искандеры» не появились в Крыму. Говорили, что они вроде бы как зашли, но во всяком случае сейчас они не замечены и не применяются и с территории Крыма. Так что вот такая вот история с красными линиями. Чертил Путин, но, видимо, не заметил, что фломастер кончился. И красные линии превратились в бесцветные линии. А бесцветные линии, понятно, что их никто не видит. Далее, Ближний Восток. Ближний Восток что-то очень сильно зашевелился. Вокруг Израиля сгущаются, я так понимаю, тучи. И вот пока мы с вами ведем запись этого видеообзора, обсуждаем военно-политические события. С утра авиация Израиля нанесла удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля официально объявила о начале операции по нанесению ударов в секторе Газа. И буквально перед началом записи пошла ответка из Палестины в сторону Израиля. Власти Израиля объявили воздушную тревогу. И там было выложено видео, что железный купол начал сбивать палестинские ракеты над Израилем. То есть обстановка обостряется. Перед этим был Ливан, ракеты из Ливана, чего не было очень давно, с 2006 года. Теперь сектор Газа и ракеты из сектора Газа. Так что довольно плохо, что осложняется обстановка. И почему? Потому что это Ближний Восток, он такая, Восток дело тонкое, да, Петруха, как говорил Верещагин в известном фильме. Вот это может повлиять на ход очень многих событий на международной арене. Но будем наблюдать, что будет происходить между Израилем, Палестиной и между Израилем и Ливаном на данный момент. Ну и самое главное, точнее даже не главное, нет, наверное, не будем выделять этого главное. Скажем так, что в сеть слили планы, в кавычках планы, по подготовке украинского контрнаступления. Эти планы очень сильно тиражирует российский сегмент социальных сетей, что там якобы сколько бригад, какие вооружения, диаграммы с поставками, прочими. Но я думаю, что понятно, что утечку организовала Российская Федерация, потому что они даже там и подправили некоторые цифры. И эту утечку из New York Times, допустим, издание, эту утечку приравнивает как первый прорыв российской разведки, который стал достоянием общественности с начала войны.
Но я думаю, что это, знаете, как толчок для американской контрразведки разобраться в своих спецслужбах. Потому что слить такую информацию без крота в этих организациях, типа Пентагона, где обсуждались эти планы, практически невозможно. Поэтому я думаю, что... И, кстати, Пентагон уже сказал, что они ведут расследование по факту слива этой информации. Ну, скажу так, что эта информация, во-первых, она уже искажена, потому что они там поменяли цифры потерь. Потерь российской армии, потерь украинской армии. По нашим потерям данных, к сожалению, пока что достоверных и официальных нету. Мы можем только предполагать, но по российским потерям посчитаны со всех сторон. И если Пентагон подтверждает, что более 200 тысяч потерь российских войск в Украине, то я думаю, этому стоит верить. А россияне написали, что у них 17 тысяч потерь. 17, а у нас якобы 71. А куда делись 200 тысяч? В 10 раз они занизили свои потери реально. Поэтому остальным цифрам я бы тоже уже не верил. Понимаете, если такая откровенная ложь, конечно, российское общество это все проглотит и на ура, ура патриоты, что и получилось. Ура патриоты сейчас там тиражируют как достояние. Ну теперь же интересно, теперь от 4 тысяч, там 4,5 тысячи было потерь, последняя официальная в России, теперь надо переходить к 17,5. То есть официально надо признавать 17,5 тысяч потерь в результате. Или же, опять же, российская пропаганда сделает, или Министерство обороны России сделает вид, что это фейковые цифры. Так тогда и доклад весь фейковый. Вот. Так что, а из того, что было в докладе, ну, смотрите, кто не знал, что мы готовим гвардию наступления? Вот скажи, весь мир знал, потому что реклама, едешь в городе, на каждом билборде написано «Запишись в гвардию наступления». Выбери для себя бригаду, название всех бригад, количество этих бригад, все сказано. А здесь они, единственное, что добавилось, что 6 бригад готовность к 1 марта, а остальные бригады, которые формируются, готовность к 30 апреля. Вот. Точнее, к 30 марта первые 6 бригад и к 30 апреля вторые 6 бригад. Ну, это, по-моему, вообще не военная тайна, которую знает не только вся страна, но и весь мир, что мы формируем гвардию наступления, что она получает оружие. По итогам Рамштайна чуть ли не каждая страна отчитывалась, и были общие цифры итогов Рамштайн, заседаний в формате Рамштайн по количеству танков. Помните, мы с вами обсуждали 300 или 320 танков, и когда их дадут, сколько из них советского образца, сколько западного образца. Считали на пальцах леопарды, первые, вторые леопарды, А5, А4 версии, А6 версия. Ну, я вообще не вижу. Единственное, вот что здесь может вызывать опасения, это сам слив этой информации в средства массовой информации. Вот. Американцам надо очень крепко задуматься, как эта информация могла попасть из стен Пентагона в социальные сети интернета. Вот это самое главное. Все остальное там абсолютно никакой тайны не открыли, ничего нового никто не сказал. Ну а с учетом того, что уже все признали, что цифры исправлены, то я вообще верить этим слайдам или что там, фотографии со слайдов я бы вообще не стал. Так что вот такая вот здесь ситуация. Далее, президент Зеленский подписал указ о создании 19 новых военных администраций в Запорожской области. Что примечательно в этом указе? Это то, что большинство населенных пунктов, где созданы вот эти военные администрации, находятся на оккупированной территории. Ну, это намек и посыл, на мой взгляд, со стороны президента для Российской Федерации и для оккупантов и коллаборантов. Задумайтесь, раз мы уже там восстанавливаем атрибуты или институты государственного управления, значит эти территории однозначно будут освобождены. Так что вот такой вот посыл. Пакуйте чемоданы. Еще раз
наголошую. Вот. Ну и вишенка на торте сегодня такая новость. Это итоги визита Макрона в Францию. Кстати, обратите внимание, вот смотрите, поехали два политика с территории Европы. Причем один из этих политиков лидер Европейского Союза, официальный, это Урсула фон дер Ляйен, и президент Франции. Франция, которая, да, она одна из ведущих экономик Европейского Союза, ну не такая мощная, как немецкая. Вот. И он всего-навсего президент одной из стран, которые входят в Европейский Союз. Но на фоне всего визита Урсулы не видно вообще, от слова совсем. Не видно и не слышно. Иногда у меня, когда она по итогам переговоров с Макрона и Си Цзиньпиня, трехсторонних переговоров, выступала с заявлением, у меня вообще закрались сомнения, а в Пекине ли она, потому что кадр выхватили ровно таким образом, что в кадре оказалась она, стоящая за пюпитром, на пюпитре была нанесена символика Европейского Союза, и у нее за спиной стоял флаг Европейского Союза. Вот так вот. Не было китайского флага, не было французского флага у нее за спиной. И на протокольной фотографии Урсула фон дер Ляйен сделала шаг влево и стояла на большой дистанции от Си Цзиньпиня. А Си Цзиньпинь вместе с Макроном стоял плечом к плечу. Вот такие вот нюансы. То есть и практически все переговоры шли между Францией и Китаем. Я бы даже так сказал, не Европейским Союзом. Европейский Союз остался как-то так в сторонке. Но, что самое интересное, что Макрон ехал там уговаривать Си повлиять на Путина, помочь быстро закончить войну. В результате, мне кажется, Си сыграл очень хорошую партию, что-то вроде турецкого гамбита, потому что Франция очень сильно прогнулась перед Китаем. Очень. Подписали кучу соглашений, причем все, конечно же, для Франции очень хороши, но в первую очередь они для Китая очень хороши. Это и продление контракта в области атомной энергетики. Они продлили контракт от 2007 года сотрудничества. То есть Франция ядерная страна, у нее очень много атомных электростанций. Китаю нужны эти технологии, очень нужны. Вот. Дальше подписали контракт на развитие завода Airbus, находящегося в Китае, и который будет удвоит мощности, а это же французская инвестиция будет, удвоит мощности по выпуску самолетов А320. И линию планируется ввести в строй уже в 2025 году. То есть через 2 года завод должен в 2 раза увеличить мощности по производству самолетов А320 Airbus. Вот. То есть, и вот так, даже L'Oréal и та заключила 3-летнее партнерское соглашение с китайской компанией электронной коммерции Alibaba по теме, внимание, устойчивое потребление. То есть Франция ищет рынок сбыта для своей парфюмерной продукции или фармацевтической, косметической, продукции в фирмы L'Oréal, одного из гигантов французской косметики, да, Alibaba по устойчивое потребление. То есть интернет-площадка гарантирует устойчивое потребление французской косметики. То есть Си Цзиньпинь максимально постарался склонить на свою сторону Макрона. Думаю, что склонил. Думаю, что Макрон с его шатким положением во Франции, с огромными протестами, и он пытается хоть как-то, хоть где-то, хоть на международном рынке, потому что на внутреннем у него уже не получается ничего, пытается привести какие-то достижения и улучшение экономического состояния самой Франции. Что у него получается? Видите, ехал уговаривать Си Цзиньпиня, попал в полную экономическую зависимость от Китая. Все договора, которые подписали, все в
в пользу Китая. Вроде бы как Франция продвинулась, но денежки будет вкладывать Франция. Куда? В Китай. В производство, которое находится в Китае. Даже по культурной программе подписали обмен. Вот. И Си Цзиньпин даже устроил Макрону неформальную встречу в Гуанчжоу. Там есть культурный парк с президентскими дворцами, очень красивый такой, ну вот в восточном этом, в китайском стиле. И вот лидер Китая устроил президенту Франции необычный щедрый прием во время визита. Такие вылазки с иностранными лидерами встречаются нечасто. Об этом пишет Reuters, что Си Цзиньпин пытается склонить Макрона к противодействию Соединенным Штатам Америки. То есть Макрон, ну я скажу, что Макрон вступил на очень скользкую стезю. Мы не знаем окончательных договоренностей именно вот в этом политическом плане. Но в экономическом я вам показал. Из тех итогов, которые опубликованы, фактически не Макрон уговаривал Си Цзиньпиня, а Си Цзиньпин получил кучу преференций для самого Китая. К слову, опять же, вот тоже Reuters пишет, что, к слову, на главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая прилетела в Пекин вместе с Макроном, практически никто не обращал внимания. Вот такое пренебрежение к Европейскому Союзу как к структуре и такое вот особое внимание и как бы почести для Франции, для французского президента. Китай ищет плацдарм. Помните, говорили с вами, что сначала они думали, что это будет Украина, тот же Крым, Янукович, обещалки, инвестиции, обломалось. Потом была попытка Беларусь. И что сделал Путин? Путин пригрозил разместить Беларусь, застолбить Беларусь российским ядерным вооружением. И тут сам Макрон, как на блюдечке с голубой каемочкой, сам пошел в руки Си Цзиньпиню и в экономическую кабалу. Посмотрим, как это выльется на международных отношениях. Я думаю, что Соединенные Штаты будут очень недовольны в плане попыток вот таких создания экономических союзов Франции и Китая против Соединенных Штатов. Если об этом пишет Reuters, значит об этом уже, как Мюллер говорил, если тайну знают двое, ее знает свинья. Вот. Так что вот такие вот, уже все известно, и посмотрим, какие это будет иметь последствия для самого Макрона на посту президента Франции. Я именно так бы связывал эту цепочку. Ну что ж, на этом мы с вами военно-политическую часть закончим. Я по традиции сделаю паузу. У вас есть время подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы, как обычно, по традиции, ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущему видео. И первый вопрос сегодняшнего дня будет следующий. Подскажите, пожалуйста, а мы можем уже говорить про то, что, скорее всего, наступление перенесут на лето в связи с опоздавшими поставками тяжелой техники из Германии? Видел такую новость. Или все же попробуем провести наступление весной? Я думаю, мы не будем затягивать, я так скажу. Не хочу привязываться к датам, будет это май, будет это июнь, а может это будет 31 мая, а может это будет 1 июня. Поэтому это определит Генеральный штаб в зависимости от того, какая техника придет, какие поставки будут осуществлены на момент начала вылазки, точнее контрнаступления. Поэтому давайте будем так, не будем гнать лошадей, перенесут, не перенесут, думаю, что затягивать не будут. И скорее всего постараются по готовности войск. Я не думаю, что Германия там поставляет нам такое большое количество техники, которое существенно повлияет на
боеспособность нашей контрнаступательной группировки. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, про УР-77 «Метеорит», он же Змій Горыныч. Це установка для розмінування, але орки з її допомогою обстрілюють наші міста. Дальність стрільби около пів кілометра. Чи може вона стріляти на більшу відстань і яка ефективність? Ну, эффективность вообще нулевая, практически нулевая. Я сейчас объясню. Дело в том, что установка «Метеорит» УР-77, она предназначена для дистанционного разминирования. И там ракета, небольшая ракета типа ПТУРа, и к ней привязан детонационный шнур. И она выстреливает до 500 километров на дальность. Длина шнура, по-моему, 100 метров или 90 там с чем-то метров. Она выстреливается, падает на землю и происходит детонация шнура. И вправо-влево от шнура там до 1 метра, если есть мины, они детонируют. Противопехотные или противотанковые. Но это шнур, это ткань с тротиловыми шашками. Или специальным веществом, взрывчатым веществом. Они ее применяют, я слышал такие случаи, они применяют Змей Горыныч для разрушения наших оборонительных позиций. Если мы находимся на каких-то позициях, особенно если это жилая застройка, то они кидают туда вот этот шнур, детонационный шнур, и за счет подрыва разрушаются стены, летят осколки кирпичей, что делает невозможным для наших солдат оборонять ту или иную позицию. Вот в таком контексте. Дальше она стрелять не может, ближе она стрелять может, но они ее не применяют, потому что они тоже боятся. Они где-то из-за укрытия пуляют по нашим позициям и таким образом. Но еще раз повторюсь, сам по себе шнур, подрываясь, может нести угрозу здоровью нашему солдату только в виде контузии. Вот. И только лишь если он что-то взрывной волной подхватывается, да, это может ранить или убить нашего солдата. Вот в таком контексте. А ее эффективность по пехоте вообще никакая. Просто в российской армии все средства хороши. Вот они действуют по такому принципу. Есть патроны, стреляем, есть гранаты, кидаем. Есть Змей Горыныч, пускаем Змея Горыныча. Но главное вот на противника, чтобы было чем воздействовать. Вот примерно по такому принципу. Добрый вечер. Как вы думаете, было бы эффективно использовать щиты на поле боя, как использует спецназ против преступников? На мой взгляд, они были бы эффективны в окопных боях и для защиты от осколков. Я вас разочарую, этот щит не защитит ни от каких осколков. Этот щит может максимум защитить от кусочков земли, которые падают после разрыва артиллерийского снаряда. Вот и все. Больше ничего. Он довольно тяжелый и довольно неудобный в эксплуатации. Он очень хорош на площади или на улице, когда полиция разгоняет демонстрантов. Для этого он и создавался. Вот. А пуля пробивает его на ура. Этот щит. А вот тот щит, который бронированный с окошком из пуленепробиваемого стекла, то я скажу вам, его использует спецназ полицейский при штурме или этих самых террористов, захвативших заложников или там забаррикадировавшихся, так его перекатывают на колесиках. Чтобы вы понимали по весу, какой щит, который выдерживает пулевое попадание. И то он рассчитан в основном на пули от стрелкового оружия. А на пулю от крупнокалиберного пулемета или от снайперской винтовки он не рассчитан. И она его пробьет аж бегом. Поэтому щиты неэффективны. Они будут создавать только проблемы для наших военнослужащих. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, о комплексе Сапсан. Если он есть у нас на вооружении, почему о нем ничего не слышно? Спасибо. Я скажу так. Сапсан — это оперативно-тактический ракетный комплекс наш отечественный, который мы пытались разработать. Ключевое слово — пытались. Его нету.
По большому счету я на ваш вопрос ответил. Если он есть у нас на вооружении, расскажите. Его нет на вооружении. Смотрите, все комплексы. Начиналось все с Борисфена. Кстати, мне как бы посчастливилось. Я тогда служил в Главном управлении ракетных войск и артиллерии. Я видел этот эскизный проект, выполненный КБ «Южная». И с этим проектом вот командующий РВЯ на тот момент и представителям КБ ходили на прием к президенту. Показывали ракетный комплекс Борисфен, 100% отечественный, на базе КРАЗа. Он должен был быть дальность 270 на продажу и 480 для себя. Вот, на замену всем точке У, на замену СКАДу, который тогда у нас был еще на вооружении. Вот такой вот комплекс Борисфен. Сказали хорошо и денег не дали. Вот так вот. Потом Борисфен устарел морально. И на базе Борисфена появился комплекс Сапсан, который тоже дошел до стадии эскизного проекта. Понимаете, да? Это картинки с описанием, чтобы вы понимали, эскизный проект. До стадии эскизного проекта. И на тот момент Лебедев, по-моему, был министром обороны, сказал, что в 2013 году сказал, что Министерство обороны отказывается от этого проекта. И проект был закрыт на стадии эскизного проекта. Потом были попытки возобновить на базе Сапсана, он тоже стал морально устаревать, время же идет, новые технологии появляются. Появился комплекс «Гром». И даже была заинтересованность внешнего инвестора в продвижении этого комплекса. Но там очень сложная история, было очень много попыток разных спецслужб, в том числе и наших, как теперь выясняется, через агентов российских спецслужб. Там вплоть до того, что арестовывали директоров предприятий смежных, которые там делали какие-то узлы, агрегаты для этой ракеты комплекса «Гром». Вот. И в конечном итоге комплекс тоже далеко не пошел. И были попытки начать сборку ракеты в железе и пусковой в железе, но все это было в том числе и вот такими уголовными делами и арестом имущества через суд, опытных образцов. Все было приведено в нерабочее состояние, свернуто. И потом появился иностранный инвестор, Саудовская Аравия, которая конкретно пришли и сказали, у нас есть деньги, нам нужен ОТРК. И на базе Грома появился Гром-2, который был доведен до ума, прошел государственное испытание и передан заказчику. Гром-2 находится, и правообладателем этого комплекса является Саудовская Аравия. Она выкупила все. И проектную документацию, и выкупила права на этот оперативно-тактический ракетный комплекс. А мы остались с недоделанным Громом, трудно сегодня даже сказать в каком он состоянии, с устаревшими двумя комплексами Сапсан и Борисфен в эскизном проекте. Вот все, что есть на сегодняшний день у нас в ракетостроении. Я надеюсь, что хотя бы эта война снимет все наконец-то перепоны, и наше руководство или наше правительство найдет деньги на создание отечественного ракетного комплекса, имея такую ракетную школу, такое КБ, не иметь как сапожник без сапог, да, не иметь ракетного комплекса на вооружении армии с дальностью. Теперь уже, кстати, договор РСНД закончился, средней и малой дальности. Все, можно уже клепать ракету на 1500-2000 километров. Это уже не проблема сегодня. Но комплекс надо делать. И как можно быстрее. Здравствуйте. Привет из Бостона. Смотрю вас уже год. У меня вопрос. Когда вы говорите об урожае, вы называете число уничтоженных рашистов. Откуда такое точное число, как, например, сегодня 390 человек личного состава уничтожено? Как определяется число уничтоженной живой силы и техники? Спасибо. Еще раз повторюсь, неоднократно рассказывал, причем недавно, но повторюсь. Смотрите, каждый командир подразделения, начиная от командира отделения, составляет донесение о ходе боевых действий. Это донесение он составляет в установленное время, минимум 2 раза в сутки, а иногда и чаще.
устанавливается порядок подачи этих донесений. В этом донесении указывается число подбитой техники и предположительное число уничтоженных солдат противника. И вот эта цифра стекается со всех подразделений, стекается в Генеральный штаб. И в Генеральном штабе со всех этих сведений получают итоговую цифру, которая и входит в сводку Генерального штаба. Поэтому всегда Генеральный штаб или вот, допустим, пресс-офицер Генштаба, который оглашает эту сводку, он всегда говорит, что данные на 6 часов, но они уточняются. Почему? Потому что наша разведка потом может постфактум, всегда разведка постфактум, должна подтвердить те или иные потери. Соответственно, данные могут быть уточнены. Они могут стать меньше, а могут стать больше. Но в любом случае, кстати, раньше в сводке это было, я вам всегда это оглашал тоже, что, допустим, сводку мы читаем за 25 число, а я вам оглашаю, там написано, что за 23 число текущего месяца нашей разведкой подтверждены потери в количестве столько-то человек российских оккупационных войск в районе населенного пункта такой-то. Или там в районе позиции такой, на оперативном направлении таком-то. Поэтому эта цифра идет из боевых донесений, а донесения составляются на основе рассказов очевидцев. Солдаты рассказывают, что они после боя, кто сколько. Видно же, когда падает, шевелится, не шевелится после того, как упал враг, который бежит, наступает. Также вот таким образом считаются эти цифры. Добрый вечер. Вы игнорируете мой вопрос уже 3-й эфир. Вы не знаете ответ или вопрос глупый? Вопрос следующий. Вопрос следующий. Если есть решение Международного суда на арест Путина, почему его нельзя объявить в розыск Интерполу? Несмотря на то, что Международный криминальный суд и Интерпол независимые органы, решение Международного уголовного суда обязательно к исполнению в странах, которые могут привлечь Интерпол в розыске этого преступника. Тогда большое количество государств сможет его арестовать. Вам тут написали комментарий, я его тоже озвучу, это практически половина ответа. Интерпол не имеет самостоятельной юрисдикции арестовывать. Он работает вместе с местными правоохранительными органами. Так что какой толк от Интерпола в этом случае? И все и так знают, что Путин подлежит аресту. Я уточню еще такую деталь. Дело в том, что не объявляют через Интерпол, потому что не хотят, чтобы Интерпол вылетел еще из Российской Федерации. Да, Интерпол не может проводить аресты и задержания самостоятельно, но он может вести оперативно-следственные действия. И для вот этого Международного уголовного суда, для суда по правам человека, это очень важно. И сегодня, объявив в розыск через Интерпол, это фактически поставить под угрозу присутствие Интерпола в Российской Федерации. Тогда Интерполу придется, допустим, главе представительства придется с этим ордером идти к главе Следственного комитета России или генеральному прокурору России. И что дальше? Дальше, конечно, Интерпол вылетит как пробка из бутылки из Российской Федерации. Тем более, что Россия, по-моему, в 2018 году приняла закон о том, что они отказываются от превуалирования международного права над внутренним правом. То есть теперь они считают, что их внутреннее право выше, чем международное. Поэтому для них международный ордер – это туалетная бумага. И вот в этом тот, кто вам написал комментарий, абсолютно прав, что если Интерпол получит такой ордер и захочет или попросит его исполнения в Российской Федерации, ему просто скажут, что они могут сделать с этим ордером. Вот и все. И никто не будет, естественно, реагировать. Потому что в России уже внутреннее законодательство выше, чем международное право. Это с 2018 года Государственной Думой принята такая поправка
в действующее законодательство. Поэтому не имеет смысла. Но сама ситуация того, что Международный уголовный суд МУС выписал такой ордер, и сегодня Путин изгой во всем мире, вот это самое главное. Здесь больше политической составляющей, чем уголовной. Вот. Даже тот же демарш, вспомните демарш Армении в плане того, что они ратифицировали римское право. И теперь даже Путин в Ереван не сможет съездить. Вот так вот. Пане Олеже, привіт. Танк почему так медленно изготовили? Машины можно по десятке в день делать, а танк только несколько десятков в год. Привет с Болгарии. Перемога за вами. Слава Украине, героям слава. Дело в том, что если организовать конвейер, как на автомобильном производстве, ну вы же видели, да, все эти видеоролики с конвейерами. Есть уже даже конвейеры по сборке машин, где нет людей. Вот, где в цехах нет освещения и практически отсутствует вентиляция, потому что роботу не нужен свет и дышать ему тоже не обязательно. Вот. То с танками все намного сложнее. Если вес танка около 50 тонн, то представьте, сколько весят составляющие. Запустить такого понятия, как конвейер, там не существует. Там они движутся по цеху не с помощью транспортера, вот конвейера. Потому что очень тяжелые составляющие. Вот. И объемы это первое. И второе, получается, для того, чтобы увеличить производство, объем производства, надо создавать дополнительные цеха, где эти танки будут собираться. А Российская Федерация сегодня практически не производит новых танков. Вообще, от слова совсем. Они модернизируют имеющиеся танки. А это двойная работа, которая стоит в 2 раза дороже. Потому что старый танк надо привезти на завод, затащить его в цех, разобрать, поменять все комплектующие детали, которые имеют повреждение или коррозию, собрать его, вот, обслужить, покрасить, завести и выкатить из цеха. Еще же модернизировать в ходе сборки. Вот. Поэтому вот с такими вот заводы тяжелого машиностроения, на которых нельзя применить так называемый конвейерный способ сборки. Поэтому и количество машин намного меньше. Но при правильной организации производства, при достаточном количестве рабочих и производственных площадей можно сборку довести до нескольких сотен в год. Можно. Вот. Вот как помните, с Хаймарс было, да, там мощность завода предельная 200 пусковых в год, причем Хаймарс намного легче танка. А желающих там на 2000 пусковых установок, на 10 лет вперед очередь на Хаймарсы записалась сегодня, после того, как вот их разрекламировали в ходе нашей войны. Поэтому очень кардинально отличается производство танков от производства автомобилей. То же самое с самоходками. То же самое с артиллерийскими орудиями. Там, правда, чуть быстрее, потому что орудие легче, чем... Вы же не забывайте, здесь наоборот, здесь как бы все стоит на месте, а комплектующие все подвозятся к месту. А потом просто кран-балка поднимает этот танк и к выходу из цеха его. А там заводят, и уже он поехал. Вот такая вот сборочная площадка там у них, но она стационарная. Интересно, как в основном сооружаются траншеи и окопы? В основном это делают солдаты, долго и тяжело, или же применяется спецтехника? И расскажите про такую технику. Что есть на вооружении нашей армии? Заранее спасибо. В основном применяется спецтехника. И я вас, наверное, удивлю, судя по тому, как вы глубинно пытаетесь задать вопрос, то я вас, наверное, удивлю тем, что эта спецтехника – это экскаватор. Вот и все. Все, что применяю. Экскаватор и лопата.
Экскаватором отрываются основные траншеи и блиндажи, а с помощью лопаты и топора делаются бревенчатые накаты, на этих оборудуются, обшиваются стенки пиломатериалами, вот, окопов укрепляется и вот таким образом делают. Экскаваторы, скажу так, на вооружении там, конечно, есть штатные на базе КРАЗа, на базе, по-моему, КРАЗ основной у нас был экскаватор для инженерных войск. Вот, еще даже с советских времен 225-й КРАЗ был базой. Вот. Но на сегодняшний день, благодаря, я так понимаю, волонтерам и всем, кто помогает вооруженным силам, у нас, я даже видел видео, где мини-экскаваторы вот на этих резиновых гусеницах, которые мы видим иногда, применяет Благоустрий в том же Киеве и в других крупных городах. Вот даже такие есть у наших ребят на передовой и копают. Поверьте, вырыть окоп для отделения, это надо не одни сутки рыть. Это первое. И второе, потом 3 дня народ будет лежать в повалку, не сможет поднять даже лопаты. Это настолько тяжелый физический труд, вот эти объем вырытого грунта в кубометрах, который исчисляется десятками кубометров. Вот. Я в свое время покопал окопы для артиллерии, согласно наставления по инженерной службе артиллерийской. Вот. Когда окоп Д-30, 30 кубометров на минуточку, расчет 6 человек, вот посчитайте, и там норматив несколько часов на его отрывку. Вот. Так это только окоп для орудия, съездной и выездной аппарелью, а еще есть ниши под боеприпасы, под шансовый инструмент, под укрытие личного состава, потом надо ходы сообщений, погребок для боеприпасов и так далее. Это сумасшедшие объемы. И когда нам вручали, каждый полигон вручали лопату и говорили, все, полный вперед. Вот. Так что это очень, кстати, нет, не Д-30, 30 кубометров это градовский окоп, он поменьше. Для Д-30 там самый большой окоп, потому что у нее круговой сектор обстрела. Чтобы потом вы не поправляете, знаю же, вы проверите, молодцы, я очень рад этому всегда. Поэтому, чтобы вы не проверяли лишний раз, я вот вспомнил, справился сразу. Вот. Поэтому экскаваторы роют основную работу, выполняют. И вот эта специальная техника, в том числе, когда мы говорим о потерях, в том числе это бывают экскаваторы. Видел репортаж нашего солдатика, который на экскаваторе работает, тут он говорил, что да, выезжаем, да, работаем, в любой момент может, говорит, прилететь по нашему экскаватору снаряд. Но, тем не менее, надо рыть окопы, потому что ребятам надо в чем-то находиться, укрыться, обороняться и так далее. Чудо не произошло, видите, все банально просто. Добрый день. Если мы решили своей частью войск пойти с наших северных границ на Россию и захватить какой-то город или военный объект, так как там у России почти нет сейчас армии, что нам это даст? Мы сможем оттянуть часть войск Российской Федерации с Украины. Никто никуда не пойдет, сразу вам говорю. Никакие войска на территорию Российской Федерации, на мой взгляд, входить не будут. Да, я когда-то даже сам озвучивал, как одну из вероятных или невероятных теорий, что можно было бы провести рейдовые действия вдоль границы, но по территории противника, для того, чтобы, да, действительно отвлечь часть резервов, часть войск с основной линии фронта. Думаю, скорее всего, это вряд ли будет происходить. Скорее всего, мы будем просто наносить удар по нескольким направлениям одновременно. Какой из них будет главным, будет знать только Генеральный штаб. А для противника это будет сюрпризом. Ну что ж, вот такие вот вопросы прозвучали в сегодняшнем видео. На этом мы с вами вторую часть ответа на вопросы закончим. И у нас остается третья часть, это комментарии, пожелания и
приветствия, которые вы прислали к предыдущим видео. И первым приветствием сегодняшнего дня прозвучит следующее. О зверствах советских солдат в Германии мой дедушка с Херсонщины в августе 41-го был мобилизован, осенью под Белой Церковью попал в плен. Отправлен в концлагерь в Германию, где и был в конце войны освобожден американцами. Пешком дошел до советской зоны оккупации. Одет был в полосатую арестантскую робу. В Берлине видел такую картину. Два наших солдата схватили двух немецких женщин, мать и дочку, и начали насиловать прямо на развалинах дома. Когда дедушка обратился к ним, что вы роботы, хлопцы, ему ответили: а ты иди отсюда, предатель, иначе расстреляем тебя. А потом, как предателя, сдавшегося живым немцам, отправили уже в советский концлагерь восстанавливать разрушенные шахты. Вот типичная ситуация для Германии весны 1945 года. Возмущена работой офиса президента. По-моему, так работают люди, которые не заинтересованы в освобождении наших территорий. Они странным образом себя зарекомендовали. Люди им не доверяют, так как они преследуют только свои интересы, вставляя палки в колеса президенту и нашему генеральному штабу, и вредят нашему народу. Кто дал право офису Ермака вмешиваться в дела вооруженных сил Украины? Есть верховный главнокомандующий, есть главком генерал Залужный, есть народ в конце концов. Только эти люди вправе решать, какие вопросы, но никак не офис Ермака с его репутацией. Я так понимаю, это комментарий по поводу заявления, что мы готовы к переговорному процессу, ну, в частности по Крыму. Путін для Сі Цзіньпіня так само, як був Янукович для Путіна. Падіння режиму Путіна загрожує падінню режиму Сі, який тримає в концтаборах уйгурів та інші народи. Вполне возможно, что такая цепочка. Хотя Путин далеко от Сі Цзіньпіня. Пане Олеже, ви на 100% праві, у тому, що німці нас зневажали. У середині 80-х років мій батько служив у танкових військах в місті Різа. Я служил в этой же дивизии. Риза — это 9-я танковая дивизия 1-й гвардейской танковой армии. Штаб армії — город Дрезден. Це був закритий військовий городок з 3-метровим забором по периметру, з сирими мрачними будинками, в яких ми проживали. Этот городок назывался Цитхайн. Рядом была деревня Цитхайн, потом военный городок, он также назывался Цитхайн, там же был полигон, назывался Цитхайн, и там во время Второй мировой войны был концлагерь под названием Цитхайн. А через дорогу були яскраві багатоповерхівки, де жили німці. Так вони нам постійно вибивали вікна, кидали через забор каміння. Я тоді була дитиною і запитувала у батьків, чому вони нас так ненавидять. Звісно, від дорослих відповіді не отримувала. Тепер все зрозуміло. Да, от така от коментарі. Як гарно звучить. Московія, московити, дякую. Ну да, надо переходить на, как Путин говорит, это же исторические названия, да, вот надо переходить на исторические названия. А если россияне не хотят бомбежек своих городов, пусть выводят войска и не бомбят Украину. Покаются и честно, как когда-то Германия, выплатят репарации. Очень хорошее предложение. Привіт від 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. До речі, наша бригада має 3 окремих гірсько-штурмових батальйони, які мають свої місця дислокації і свої бойові прапори. Я читав одна в Україні, в яку входять батальйони зі своїми бойовими прапорами. Все буде Україна. Это к вопросу о горно-штурмовых войсках, которые когда-то задавали зрители. А чему и за что Красная, а по сути советская армия мстила в странах Средней Азии, когда там советскую власть устанавливала? А в Афганистане кому и за что мстила? А в Молдове и Грузии, в Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле, Мариуполе и еще сотнях населенных пунктов Украины уже российская.
а по сути та же советская армия кому и за что мстила. Может, дело не в месте, а в ментальности полностью деградировавших варваров. Хороший комментарий, спасибо вам за такое. Одни отдают свои жизни, защищая родину, другие идут убивать за деньги. Вот разница и моральная пропасть между двумя народами. Чтобы 1% населения Российской Федерации мог иметь виллы, яхты, самолеты, дворцы, офшоры, дорогих валютных проституток, золотые унитазы и ёршики, счета в Швейцарии, остальные 99 должны быть патріотами. Росія віддає перевагу безкарності перед відповідальністю. І коли справа доходить до процесу в Раді безпеки, вона знає лише дві речі – брехня і право вето. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Ну, такая даже цитата. Бейте московских нацистов, через Z написано, дощенту, браты и сестры украинцы, слава Украине. Вот такой вот комментарий. Нравится, не нравится, а НАТО расширяется. Слава ВСУ, слава Украине. Ну да, словами Путина. Только немножко интерпретированными. Еврофайр – это консорциум, в котором участвуют компании из 4 стран. Германия, Англия, Италия, Испания. Франции там нет. Хорошо, спасибо за информацию. Еврофайтеры мы просили у Англии. У них это он называется Тайфун. Но нам отказали из-за сложности управления и обслуживания в наших условиях. А второй Еврофайтер, Торнадо, есть у немцев и других европейцев, но никто тоже не согласился. А французы сейчас имеют достаточно заказов на Рафаэл. И собираются поменять имеющиеся устаревшие миражи и продать пару сотен. Но нам они тоже отказали. Все эти самолеты хороши тем, что имеют возможность использовать натовское вооружение, которое лучше, чем российское. А так как говорят пилоты, нас вражеские пилоты видят раньше и делают пуски ракет по нам, а мы и не видим, что творится. Вот такая вот ситуация. Да, это главная проблема, главный бич у нас в авиации на сегодняшний день. Уровень технической оснащенности наших самолетов. Они технически исправны и теоретически могут выполнять боевые задачи. Но технологично они намного старее, чем даже российские самолеты. Олег, сходите к Бабьему Яру и посмотрите, как немцы относились к мирным гражданам. Да, я знаю, что геноцид фашистская Германия везде старалась внедрять. Я знаю про концлагеря, которые были и на территории Украины в том числе, и в Европе, которые находились. Да, я это знаю. Но месть Красной Армии была намного страшнее, поверьте. Ну что ж, на этом мы заканчиваем наш видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше время и внимание, которое вы уделили, посмотрев это видео. Еще раз приглашаю тех, кто не подписан, подписаться на мой канал. Всем, кто смотрел это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, для того, чтобы его могли увидеть и другие люди. Спасибо тем, кто помогает каналу и спонсорам канала. Ну а ми з вами продовжуємо вірити в Збройні Сили України. Перемога наша! Слава Україні!